Торопливость и непрофессионализм – вот главные черты фейкометчиков, которым нужно изображать, что в России все хуже, чем на Западе. Иностранный агент «Радио Свобода» в угаре русофобской борьбы пыталась выдать фотографию с берега Сведомой Кости за снимок из России. И было поймано на этой лжи. Обострение информационной войны на фоне пандемии коронавируса не только не ослабевает, но и усиливается. Я делал материал на эту тему еще в марте. Сейчас же, почти 2 месяца спустя, медийные атаки на нашу страну сыплются каждый день. Полагаю, вы знаете о публикациях в изданиях New York Times и Financial Times, утверждающих, что в России число жертв от COVID-19 занижено на 70%. Это вранье оперативно опроверг Департамент здравоохранения правительства Москвы. Также последовала реакция со стороны МИД России, но, увы, традиционно невнятная. Спикер ведомства Мария Захарова заявила, что власти нашей страны не станут отзывать аккредитацию у журналистов упомянутых изданий. С одной стороны, может, оно и правильно. Наш народ, за исключением крякольской прослойки, все равно не верит западным СМИ. Но, с другой стороны, такая позиция МИД выглядит как слабость. А Запад понимает только язык крепких русских людей. И если подчиненные Сергея Лаврова не выдают по щам светлоликим партнерам из дипломатических соображений, то это делает сам наш народ. Например, путем разоблачения клепаемых западными СМИ фейков и безжалостного троллинга в адрес фейкоделов. Вот свежий пример от моего коллеги Владимира Корнилова. Очередной фейк от неполживого «Радио Свобода». Вчерашняя новость о жутких очередях в России. В подтверждение фото этих очередей. Причем отчетливо видно, что на киосках написано «пресса». То есть фото сделано на Украине. Примитивненько. Примитивизм – это традиционный американский стиль. Чем тупее, тем лучше. Что подтверждается не только попыткой выдать фотографию шумерии за снимок из России, но и реакцией на разоблачение фейка. А это уже совсем днище. Спустя полчаса после моей публикации о фейке «Радио Свобода» нашло выход из ситуации. Оно просто обрезало фото, убрав неудобное слово по-украински. То есть даже не удосужилось заменить фотографию. А после этого обрезания фейк перестал быть фейком? После этого в троллинг «Свободы» включился мой гонконгский тезка Руслан Карманов, быстро обнаруживший, что неполживая редакция вдобавок не удалила исходное фото. Парни, они забыли убрать исходник. Вот адрес картинки сейчас, а вот оригинал. Уровень. То есть ответственный за публикацию фото «Радио Свобода» прекрасно отдавал себе отчет, что снимок сделан не в России. Потому что на исходнике куча надписей на мове, помимо той, что на киоске. Но все равно настойчиво пихал именно этот снимок, потому что явно не мог найти фото тех самых очередей в России. И лишь съев 2 ведра навоза, бросился искать хоть что-то, что можно выдать за жуткие очереди в России. Теперь публикация иностранного агента «Радио Свобода» выглядит вот так. А вот комментарий Владимира Корнилова. История с фейком от «Радио Свобода» завершилась тем, что оно таки поменяло фото на российское. Какие-то люди проходят мимо Почты России и решила добавить, что это иллюстративное фото. Хотя что должна иллюстрировать Почта России и как она связана с пособиями? Ну, хоть так. В материале есть ссылка на «Медузу», а также российские региональные СМИ, сообщавшие об очередях. Под публикацией характерные комментарии от обладателей фейсбучных учеток. Не так уж и много людей, просто не умеют организовываться. Низкая культура, каждый хочет пролезть. Ничего особенного. Вспомните «Черную пятницу» в Финляндии, Голландии, Германии, Канаде и Бразилии, Китае, России, где люди покультурней спокойно стоят друг за другом, где нет давка, крики. Да. А то мы никогда не видели ролики с распродаж в пресловутых нормальных странах, где люди вырывают из рук друг друга коробки и готовы загрызть за барахло по сниженным ценам. У нас такого ни в какую «Черную пятницу» нет. И драк за туалетную бумагу, как в Австралии и США, в России тоже не было. Так что кудахтанье о культуре мимо кассы. В России виртуозно умеют превращать народ в стадо, даже под видом благих намерений. Человек с чувством собственного достоинства посчитает ниже этого своего достоинства стоять в очереди за своими же деньгами, когда этим благим намерениям придали вид раздачи милостыни. Сразу видно, что пишет какой-то иммигрант, не бывавший в России лет 20. У нас давно нет нужды стоять в каких-то очередях, потому что все можно оформить через портал госуслуги.
Да, он не справляется сейчас с наплывом желающих получить выплаты на ребенка, но деньги-то все равно начнут выплачивать только с 1 июня. То есть впереди еще 2 недели, за которые, когда ажиотаж схлынет, можно будет подать заявление, не выходя из дома. Полагаю, что люди, которые лично отправились в отделение Пенсионного фонда России, просто использовали это как повод, чтобы на законных основаниях выйти из дома и прогуляться. Потому что народ устал от самоизоляции. А тут подходящая возможность проветриться. Западным же пропагандистам не стоит забывать, что мы, тролли Путина, внимательно следим за всей антироссийской писаниной. Нас тысячи, и тьмы, и тьмы, и тьмы. Мы внимательны и всегда готовы насовать партнерам полную панамку. Если один из нас обнаружил повод для насмешек над криворуким кряклом из неполживой редакции, то другие, не сговариваясь, обязательно растиражируют очередную историю о полных штанах русофобов. Чисто из любви к истине и к родине. Безвозмездно.